Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! В этом видео я предлагаю вам присоединиться и связать такую шапочку-сеточку крючком. Вяжется она на одном дыхании, быстро, просто и легко. Вязание такой шапочки можно выполнять на любой объем головы. Что для этого нужно знать? Существует такая таблица, где указан объем головы, диаметр дна шапочки и высота шапочки. Я вязание этой шапочки выполняю на объем головы примерно на 50 сантиметров. При этом эту шапочку можно надевать на объем головы и 48 сантиметров, и на объем 52 сантиметра. Пряжу для вязания этой шапочки берем любую тонкую, желательно хлопок, и подходящий номер крючка. У меня в данном случае это пряжа Коко. Это стопроцентный хлопок, 50 грамм на 240 метров. И я использую крючок номер 2. Процесс вязания данной шапочки очень простой. Выполняем вязание от макушки, ряды с расширением, до чуть меньшего диаметра дна шапочки. После чего один ряд еще с расширением, и затем ряды выполняем только сеточкой до нужной высоты шапочки. При этом обязательно обращаю ваше внимание, в процессе вязания этой шапочки обязательно ее чуть растягивайте и примеряйте. Почему? Потому что сеточка всегда легко тянется. И в завершении я еще выполняю такие ряды, что в результате дает такой красивый и оригинальный край. При этом, смотрите, в последнем ряду вы можете ввязать резиночку, либо этот край заменить на ряды столбики без накида и вязать, соответственно, по нужному объему головы. Итак, берем пряжу, крючок и приступаем. Беру пряжу, левой рукой разворачиваю таким образом. Через образовавшуюся петлю протягиваю нить от короткого хвостика. Делаю узелок. Если потянуть за короткий хвостик нити, эта петля уменьшается. Делаем ее побольше, захватываем так и разворачиваем. Вязание первого ряда. Через эту петлю вытягиваю рабочую нить, захватываю ее здесь, фиксирую. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее в эту петлю провязываю 11 столбиков с одним накидом. Накид, захватываю нить, провязываю накид, провязываю столбик, 1, накид, в эту же петлю ввожу крючок, вытягиваю нить, провязываю накид, провязываю столбик 2. И так выполняем 11 столбиков с одним накидом. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь можем потянуть за короткий хвостик нити, и вязание первого ряда у нас соединилось в круг. Для этого еще делаем соединение ряда в круг. 1, 2, 3. Третья воздушная петля подъема. Захватываю нить и протягиваем. Вязание второго ряда. 1 воздушная петля подъема, выполняющая роль одного столбика без накида. 2 воздушные петли. Далее 1 столбик предыдущего ряда пропускаем, за следующий провязываем столбик без накида. И считаем 1, 2 воздушные петли,
Раз, два. Столбик пропускаем. За следующий провязываем столбик без накида. 2. 2 воздушные петли. Раз, два. Пропускаем. Провязываем столбик без накида 3. Раз, два. Пропускаем. Столбик без накида 4. Раз, два. Пропускаем. Столбик без накида 5. 2 воздушные петли. Раз, два. И вязание второго ряда соединяем. Для этого находим воздушную петлю подъема. Вот она. Вводим в нее крючок и нить протягиваем. Вязание второго ряда выполнено. Вязание третьего ряда. 3 воздушные петли подъема. Раз, два, 3. Затем, смотрите, за каждые 2 воздушные петли выполняем вязание элемента. 2 столбика с одним накидом, воздушная петля и 2 столбика с одним накидом. Столбик с одним накидом раз, накид, столбик с одним накидом 2, воздушная петля. За это же основание столбик с одним накидом раз, столбик с одним накидом 2. И далее выполняем вязание следующего раппорта. Накид, столбик с одним накидом провязываем за столбик без накида предыдущего ряда. За 2 воздушные петли выполняем вязание этого элемента. Накид, столбик с одним накидом раз, накид, за это же основание столбик с одним накидом 2, воздушная петля, столбик с одним накидом раз, столбик с одним накидом 2. И выполняем вязание этого раппорта узора до конца ряда. Вязание третьего ряда выполнено. И ряд соединяем. Также смотрим. Раз, два, 3. Третья воздушная петля подъема. В нее ввожу крючок, захватываю нить, протягиваю. Для начала вязания следующего ряда следует перейти на расстояние между воздушными петлями подъема и этим элементом. Ввожу крючок, захватываю нить, протягиваю. Вязание четвертого ряда. 3 воздушные петли подъема. Раз, два, 3. Выполняющие роль одного столбика с одним накидом. Воздушная петля. За этот элемент, за воздушную петлю, провязываем такой же элемент. Накид. Столбик с одним накидом раз, накид. Столбик с одним накидом 2, воздушная петля, накид, столбик с одним накидом раз, и в это же основание столбик с одним накидом 2, воздушная петля. И смотрите, ниже ряд, элемент, столбик с одним накидом, элемент. Здесь воздушная петля сделана, делаю накид между элементом и столбиком с одним накидом. Ввожу крючок, захватываю нить, провязываю накид, провязываю столбик, воздушная петля. Теперь с этой стороны столбика с одним накидом. Накид, также ввожу крючок, захватываю нить, провязываю накид, провязываю столбик, воздушная петля. И далее за этот элемент, за воздушную петлю, выполняю вязание такого же элемента. Столбик с одним накидом раз, столбик с одним накидом 2, воздушная петля, накид, в это же основание еще 2 столбика с одним накидом. Раз, два.
повторяем. Воздушная петля, накид. Предыдущий ряд смотрим. Между элементом и столбиком с одним накидом. Столбик с одним накидом, раз. Воздушная петля, накид. Столбик с одним накидом, 2. Воздушная петля. И далее провязываем за воздушную петлю такой же элемент. И выполняем вязание этого ряда до конца. В завершении 4-го ряда здесь получается элемент, воздушная петля, столбик с одним накидом и воздушная петля. Вязание 4-го ряда соединяем. 1, 2, 3. Третья воздушная петля. Ввожу крючок, захватываю нить, протягиваю. Для начала вязания 5-го ряда также перехожу на расстояние между веерочком и петлями подъема. Ввожу крючок здесь, захватываю нить, протягиваю. Вязание 5-го ряда. 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, выполняющие роль одного столбика с одним накидом. 1 воздушная петля. Далее над этим элементом выполняем вязание такого же элемента. Накид за воздушную петлю. Захватываю нить, провязываю столбик с одним накидом, 1. В это же основание столбик с одним накидом, 2. Воздушная петля. Столбик с одним накидом, 1. И в это же основание столбик с одним накидом, 2. Воздушная петля. И смотрите, на этом расстоянии выполняем 1, 2, 3 столбика с одним накидом и воздушные петли. Столбик с одним накидом, 1, воздушная петля, столбик с одним накидом, 2, воздушная петля, накид, столбик с одним накидом, 3, воздушная петля. И выполняем вязание здесь над этим элементом такой же элемент. Накид, столбик с одним накидом, 1, столбик с одним накидом, 2, воздушная петля, столбик с одним накидом, 1, столбик с одним накидом, 2, воздушная петля, накид и далее 3 столбика с одним накидом, то есть раппорт узора, повторяем по кругу. Вязание 5-го ряда выполнено. И здесь, смотрите, получается элемент 1, 2, столбика с одним накидом, воздушная петля. Вязание этого ряда соединяем также. 1, 2, 3. Третья воздушная петля подъема. Ввожу крючок, захватываю нить, протягиваю. Для вязания следующего ряда также перехожу на расстояние между элементом и петлями подъема. Протягиваю нить. Вязание следующего ряда, 6-го получается. 3 воздушные петли подъема, 2, 3, выполняющие роль одного столбика с одним накидом. 1 воздушная петля и далее над этим элементом выполняем вязание этого элемента. Накид, столбик с одним накидом, 1, столбик с одним накидом, 2, воздушная петля, накид, столбик с одним накидом, 1, здесь же столбик с одним накидом, 2, воздушная петля. И вязание следующих рядов выполняется по аналогии предыдущего. С каждым рядом количество столбиков с одним накидом между этими элементами увеличивается на 1. Воздушная петля, накид. За воздушную петлю столбик с одним накидом, 1, воздушная петля, столбик с одним накидом, 2, воздушная петля, столбик с одним накидом, 3, воздушная петля, столбик с одним накидом, 4, воздушная петля.
И теперь этот элемент над воздушной петлей выполняем вязание 2 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля и здесь же 2 столбика с одним накидом. Раз, 2, воздушная петля, 4 столбика с одним накидом и выполняем вязание этого ряда до конца по кругу. И далее по этому принципу выполняем вязание, получается, донышко шапочки. Выполняем его диаметром, необходимым для нашего размера. Вязание данной шапочки я выполняю на объем головы 50 сантиметров. На данный объем головы диаметр дна шапочки должен быть 16 сантиметров. Но я буду выполнять чуть меньше, поскольку один ряд вместе с вами мы еще провяжем, там будет вот этот элемент расширения выполняться по-другому. Выполняя вязание дна шапочки, я периодически его проверяю, сам диаметр. То есть прикладываю сантиметровую ленту по диагонали, один элемент, с этой стороны второй элемент и обязательно через центр. Проверяю, у меня около 15 сантиметров. Общий диаметр дна шапочки должен быть 16 сантиметров. И смотрите, я оставляю 15, чуть меньше, чем надо. И сейчас один ряд вместе с вами мы еще выполним. У меня здесь получилось между элементами элемент, и здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков с одним накидом. Вязание этого ряда я завершила, и теперь ряд этот соединю. Для этого также, смотрите, воздушные петли подъема считаем. 1, 2, 3. В третью ввожу крючок, захватываю нить, протягиваю. Ряд соединила. Для начала вязания следующего ряда также перехожу, соединяю, нить вытягиваю. 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Выполняющие роль одного столбика с одним накидом. Воздушная петля. И теперь смотрите, над этим элементом выполняем не по 2 столбика с одним накидом, а по одному. Накид, за воздушную петлю нить вытягиваю, провязываю накид, провязываю столбик, 1 воздушная петля, накид, столбик с одним накидом, воздушная петля, и продолжаем вязать этот ряд таким же образом. Столбик с одним накидом, 1, воздушная петля, столбик с одним накидом, 2, воздушная петля, столбик с одним накидом, 3, воздушная петля, столбик с одним накидом, 4, воздушная петля, столбик с одним накидом, 5, воздушная петля, столбик с одним накидом, 6, воздушная петля, столбик с одним накидом, 7, воздушная петля, столбик с одним накидом, 8, воздушная петля, столбик с одним накидом, 9, воздушная петля. Дошли до этого элемента, и здесь также выполняем расширение. Столбик с одним накидом, 1, воздушная петля, столбик с одним накидом, 1, воздушная петля. И затем также выполняем чередование. Столбик с одним накидом, воздушная петля. Выполняем вязание этого ряда полностью. За счет того, что мы выполнили не по 2 столбика с одним накидом, а по одному, шапочка, когда будет на голове, эти уголки торчать не будут. Выполнив вязание этого ряда, теперь у меня диаметр дна шапочки как раз около 16 сантиметров. И далее, смотрите, ряд этот соединяем.
Так же, как обычно, раз, два, три, соединяем. Для начала вязания следующего ряда также переходим, протягиваем нить, 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3, выполняющие роль одного столбика с одним накидом. Воздушная петля, и теперь за каждую воздушную петлю предыдущего ряда выполняем вязание столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом 1, воздушная петля, и выполняем вязание по кругу, теперь уже без расширения. Только чередуем столбик с одним накидом, воздушная петля. И так выполняем вязание необходимого количества рядов до нужной высоты шапочки. Также на что хочется обратить ваше внимание, когда начинаем вязать ряды сеточкой уже без расширения, смотрите, 1, 2, 3, ряд соединяю, и если всегда переходить на этот промежуток, на эту воздушную петлю, тогда шапочка будет вязаться и этот ряд будет уходить, дугой будет уходить. Чтобы эта линия шва была более-менее ровная, я переходить буду периодически назад. Начало ряда здесь. 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3, выполняющие роль одного столбика с одним накидом, воздушная петля, и продолжаю ряд столбик с одним накидом, воздушная петля. Столбик с одним накидом, воздушная петля. И так выполняем вязание рядов сеточкой. И смотрите, чтобы вот эти вот ряды, начало ряда и конец ряда, был примерно как бы на ровной линии. То есть вот она шапочка. Если всегда вперед переходить, тогда эта дуга продолжится. И она будет шов так идти. Поэтому делайте так. Вперед, назад и смотрите. В процессе вязания рядов до нужной глубины шапочки обязательно ее примеряйте. Поскольку вязка эта сеточка легко тянется и в ширину, и в глубину. И смотрите, как у меня получается. Вот она шапочка. Глубина здесь получается около 16 сантиметров. А если эту шапочку надеть даже, скажем, на воздушный шарик, вот смотрите, центр. Здесь высота уже получается около 17 сантиметров, даже чуть больше. Мне этой высоты вполне достаточно. И на этом вязание шапочки, в принципе, уже можно закончить. Я предлагаю связать здесь еще несколько рядов. Итак, вязание первого ряда. Для начала ряда перехожу назад. Вытягиваю нить. Начало первого ряда. 4 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4. Выполняющие роль одного столбика с 2 накидами. 1 воздушная петля. 2 накида. За воздушную петлю вытягиваю нить. Провязываю 1 накид. Провязываю 2 накид. Провязываю столбик. Воздушная петля, 2 накида, вытягиваю нить, провязываю 1 накид, провязываю 2 накид, сам столбик, воздушная петля. И так повторяем по кругу, выполняя один ряд, столбик с 2 накидами, 1 воздушная петля. 1 накид, 2 накид, сам столбик. Воздушная петля. Выполняем по кругу. В завершении первого ряда столбик с 2 накидами и воздушная петля. Вязание первого ряда соединяем. 1, 2, 3, 4. В 4-ю воздушную петлю ввожу крючок, захватываю нить, протягиваю. Для начала вязания второго ряда перехожу соединительной петлей сюда. Вязание второго ряда. 3 воздушные петли подъема, 1, 2,
3. И этот ряд выполняем полностью столбики с одним накидом. Накид за столбик предыдущего ряда. Столбик с одним накидом. Накид за воздушную петлю. Столбик с одним накидом. За столбик предыдущего ряда. Столбик с одним накидом. И так выполняем вязание этого ряда. В завершении второго ряда еще выполняю вязание одного столбика с одним накидом за воздушные петли подъема и вязание ряда соединяю. 1, 2, 3. Ввожу крючок, захватываю нить, протягиваю. Вязание третьего ряда. Для начала вязания третьего ряда перехожу на один столбик назад. Протягиваю нить, 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И вязание третьего ряда выполняю за каждый столбик предыдущего ряда столбик с одним накидом. Подхватываю, провязываю накид, провязываю столбик. Так выполняю вязание полностью третьего ряда. В завершении третьего ряда 1, 2, 3, ввожу крючок, ряд соединяю. Вязание четвертого ряда. 1 воздушная петля подъема. В это же основание выполняю вязание столбик без накида. И за каждый столбик предыдущего ряда выполняю вязание столбик без накида. Столбик без накида, столбик без накида. И выполняю вязание этого ряда по кругу до конца. Столбики без накида. В завершении четвертого ряда подхватываю первый столбик без накида, нить протягиваю, ряд соединила. Вязание пятого ряда. 1 воздушная петля, крючок ввожу в предыдущий столбик без накида предыдущего ряда. Протягиваю нить, провязываю. В следующий протягиваю нить, провязываю. Выполняю вязание пятого ряда рачьим шагом. Протягиваю нить, провязываю. И так полностью вязание этого ряда в обратную сторону выполняем. И такой край у нас получится. Выполнив обвязку полностью пятым рядом, еще нить протягиваю здесь, провязываю 2 вместе и вытягиваю. Эту нить отрезаю, узелок здесь фиксирую и затем на изнаночной стороне здесь эту нить аккуратно еще протягиваю. Дополнительно ее здесь можно по краю зафиксировать, чтобы было красиво и аккуратно. И после чего лишний хвостик отрезаю. Вытягиваю еще дополнительно узелок и протягиваю. Затем шапочку выворачиваю на левую сторону, и где вязание мы с вами начинали, эту нить следует еще подтянуть и зафиксировать. Прям через эти столбики нить протягиваю, делаю дополнительный узелок,
Еще несколько раз здесь протягиваю. И после чего нить покороче отрезаю. После того, как шапочка готова, конечно, ее украшаем. Я в качестве украшения выбрала такие маленькие бабочки. Выполняла вязание по одной схеме, но разными номерами крючков. И за счет этого бабочки у меня получились разного размера. Можно делать такие бабочки, можно выполнять большие объемные бабочки. Прямые ссылки на видео процессов вязания этих бабочек вы, конечно, найдете в описаниях под этим видео на YouTube. Также я там указала альбом на видео вязания цветочков, которые имеются на моем канале. Ставьте класс к этому видео, пишите свои комментарии. Конечно же, подписывайтесь на мой канал на YouTube, если еще не подписаны. Вяжите с удовольствием и, конечно же, до новых встреч!